Обучение макияжу 25 тысяч рублей. Выглядит немного так, как будто я кровь сосала. И у нас просто получается коричневый нос. А, эта детская присыпка попадает ей прям в глаз. Вот что это не... Всем привет в новом 2024 году, и этот год мы начнем с кринжа. Потому что я купила новогодний мастер-класс по макияжу от эпатажной Даши Друже. Всем привет, я Элли, а это мой друг Жлоб, а еще у меня отпал пупок. Как написано в описании мастер-класса, там будет 2 видеоурока. Яркий макияж на Новый год и любой другой праздник, а также нюдик в ее бешеном стиле. Не, ну стиль у Даши Дружи, конечно, действительно бешеный. Но мы с вами обязательно отработаем 2 макияжа. С одной стороны, я буду показывать, как на курсе советуют делать Даша, а на другой стороне покажу, как такой же макияж сделала бы я сама. Всем привет, с вами Лена Ягермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Наверное, вы спросите, как я до такого докатилась? Ведь есть же куча крутых визажистов. Так почему именно Даша Друже, которая вообще фрик и снимает какой-то трэшовый контент? А я сама не знаю, как так получилось, это было очень импульсивно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. В эти дни я прям очень много работала, и я снимала видео с повторениями макияжа другого известного визажиста. И у меня получилось настолько прикольно, я прям так вдохновилась. Я прям реально ходила в какой-то эйфории, и я прям очень хотела взять какой-то интересный курс для себя. Казалось бы, а зачем мне курсы, ведь я сама и так дофига всего знаю. Но за год на ютубе я поняла, что я практически перестала делать какие-либо мейки для души, потому что у меня просто нет на это времени. В основном все макияжи я делаю для каких-то обзоров косметики, где я очень сильно ограничена в продуктах и в креативе. И мне периодически начинает казаться, что все мои мейки какие-то одинаковые. И иногда прям нужен вот этот глоток свежего воздуха, посмотреть у кого-то курс, посмотреть, в каких техниках работает другой блогер или визажист. И этими техниками также начать пользоваться, чтобы как-то разнообразить свои макияжи. Мой видеоурок не только для начинающих, мой видеоурок еще и для тех, кто уже что-то умеет. Потому что у каждого из нас свои фишки, кто-то что-то новенькое узнает, это очень хорошо, почему бы, собственно, и нет. И в какой-то момент, просто пока я там одной рукой мыла кисти, я зашла в запрещенную соцсеть и увидела, что у Даши Друже вышел мастер-класс. И я такая: о, а это интересненько. Я смотрела какие-то видео Даши раньше, где-то года 3 назад, а может и больше. И я помню, что у нее были такие прикольные а-ля драг макияжи, такие яркие, прям в моем стиле. В общем, мне реально не было времени, чтобы там что-то посмотреть, обдумать. Да и блин, как тут все рассмотреть, когда все так быстро? К тому же там, по-моему, были еще последние часы, когда можно было купить этот курс по скидке. И, в общем, я думаю, такая, да пофиг, короче, берем, и там уже потом я разберусь, что да как. Кстати, курс стоил 999 рублей. И уже вечером, когда у меня наконец-то появилась свободная минутка, я зашла в аккаунт Даши Друже, полистала ее фотографии и поняла, что, походу, я куда-то не совсем туда свои денежки спустила. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Ну, потому что грязненькие немного макияжи, но не до конца они прям идеальные. Я ненавижу грязь. Очень спорный контуринг, но в принципе, а что еще ожидать, потому что Даша как бы вообще не визажист, у нее немного другой контент. А я, короче, думала, что она мейкапер, ну типа серьезно. Ну типа я реально думала, что она какой-то бьюти-контент мутит, типа как Даша Граф. Ну короче, я немного облажалась. Короче, это была прям супер спонтанная покупка. Не, ну а вдруг мы получим, правда, классный контент, когда Даша покажет себя не импозантной, скандальной трэш-дивой, а реально классным мейкапером. Тем более макияжи на видео, если прям вот совсем не приглядываться, выглядят норм. Курс был выложен на ютубе с закрытым доступом, и также сделан чат в Telegram, где можно задать свои вопросы. Вопросы есть? Нет. Это классно, мне нравится такой DIY подход, и если я вдруг когда-нибудь сделаю курс, то я его сделаю в подобном формате. И чтобы люди платили меньше и при этом получали годный продукт. А не когда ты ставишь ценник на 4000 больше, чтобы хоть как-то окупить затраты на гребаный платежный агрегатор на сайте. И давайте уже наконец перейдем к повторению макияжей. Но перед тем, как начать, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах ютуба. Первый урок посвящен яркому макияжу, фиолетовый в желтых оттенках, вот так он выглядит. В принципе, макияж интересный, хотя к исполнению у меня есть небольшие вопросы. Ну ладно, давайте уже смотреть урок.
Так, ну, наверное, рекламу в начале видео стоило бы убрать. Она показывает грязный бьюти-блендер, который у нее не отмывается. Не, ну а что делать тогда? Я тоже возьму свой грязный бьюти-блендер, он у меня тоже не отмывается. Лайк, если жиза. Как сказала Даша друже. Во что это ебет? Дальше она рассказывает про подготовку кожи, что нужно нанести желательно увлажняющий крем плюс базу. И тут сразу просто вот так вот с ноги выбивает в дверь просто охренительный совет по подбору крема. Посмотрите в свою косметичку, то, что у вас там есть, тем вы пользуетесь, мои хорошие. Не, ну а что еще я хотела от урока за 500 рубасов? У меня есть достаточно много кремов в косметичке, которые не подходят в качестве крема под макияж, потому что они слишком жирные и они могут заставить тон блестеть. Я просто возьму легкий увлажняющий крем, в моем случае это флюид. А на своей половине я уже сделала небольшую подготовку кожи. Я умылась, затем нанесла тонер, сыворотку. Походила с этим какое-то время, моя кожа напиталась. И теперь я беру обычный тоник, бесспиртовой, вот в Ашане его покупала. И теперь я убираю все остатки грязи, что-то там уже какие-то пылинки нападали. Не, ну вообще приятно, что в таком бюджетном курсе хотя бы вообще уделено внимание подготовке кожи лица. И сразу, как только я очистила кожу, я наношу базу. Баз тоже существует огромное количество под разные типы кожи, и не всем они подходят. Но вся информация, которую мы здесь получаем, то, что на силиконовую базу нужно нанести силиконовую тоналку. Ну ладно, шутки за 300, урок за 500. Затем мне предлагают смешать консилер вместе с тоном. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. А я буду. Не, ну есть же просто плотные тона. Даже я уже от своих белых плотных тонов ухожу к чему-то такому более естественному, более легкому, чтобы не было вот этого ощущения маски на лице. Ладно, я так поняла, мы сегодня работаем на бюджете, поэтому я возьму свой тон от Эстрад Photoshop HD. И спонжем нанесу на свою сторону. Я вот как бы обожаю яркие макияжи, но у меня такой прикол делать яркие макияжи носибельными, то есть чтобы в них было удобно, в них было комфортно ходить. Ну а здесь я беру тот же тон и фигачу в него консилер, возьму вот такой консилер от Shelby Makeup, потому что все остальные консилеры у меня с аппликатором, и вот так вот просто их никак не выдавить. Дальше происходит просто гениальная вещь, потому что она размешивает это все прям бьюти-блендером. Получается вот такая жижа. Птица насрала. Ну, давайте размешиваем. У меня, собственно, все осталось на спонже. И все, что осталось, она еще и берет кисть и кистью переносит на лицо, чтобы бьюти-блендер весь тон не сожрал. Но он уже пожрал и уже наелся нормально так. Я всегда замешиваю тон обратной стороной кисточки, чтобы уже с обратной стороны перенести это все на лицо. И затем уже чистым спонжем это тушую. И вот это, я понимаю, экономия. Ничего у нас ни на кисти, ни на спонже лишнего не остается. Хэштег мут экономия. Ну, как бы, вот такая вот история у меня получается. Ну, потому что, блин, у меня это самый темный консилер. Надеюсь, что благодаря контурингу и румянам вот эта разница на моем лице уменьшится. Даша ничего не говорит про бальзам, но я, пожалуй, нанесу, потому что иначе мои губы будут просто как куриная жопа потом. Удивительные вещи происходят, потому что она показывает схему нанесения консилера, которая идеально соответствует моей. Я не говорю, что мои схемы какие-то правильные и нужно краситься именно так, как показываю я. Главное найти то, что подходит тебе и то, что тебе нравится. Но иногда бывают ошибки, именно касающиеся техник нанесения продуктов, и как раз таки на эти ошибки я хочу указать. В общем, здесь консилер наносится на верхнее веко в качестве подложки. Высветляется вот эта часть, то есть начало мешочка и его конец. Также она наносит сюда. То есть в середину, вот на это место, консилер не наносится. Потому что здесь главное высветлить именно вот эти участки. И благодаря этому мешочек уже уберется. Далее у нас идет скульптурирование темным оранжевым тональником. Фух. Не, я даже не думала, что это будет так весело. Ура, у меня есть как раз какой-то тональник, который мне прислали. И вот, наконец-то, могу его впервые в жизни использовать. То есть она этот тон фигачит почему-то именно вот сюда, именно прям на саму скулу, до яблочек щек. На лоб вот сюда, чтобы сделать его еще меньше, но мне, в принципе, это особо не надо. Но, опять же, у каждого своя схема. Также она его еще наносит сюда на веко, как тени. Обычно скульптор наносит вот сюда к виску, чтобы визуально вытянуть взгляд. Но здесь-то он не особо уходит к виску, я как-то от него особого смысла даже не вижу. И под нижнюю челюсть, но тут, в принципе, все понятно.
Но самый прикол для меня это нос. Я такое впервые вижу, честно говоря. Чтобы поднять кончик носа, не нужно его затемнять полностью, блин. Нужно затемнить только вот эту часть, где ноздри. На самом деле на его фотографиях именно касаемо контуринга у меня было наибольшее число вопросов, потому что контуринг выглядит очень странно и грязно. Особенно вот этот вот оранжево-коричневый нос. Я ненавижу грязь. У Даши нормальный нос, но этот контуринг делает его хуже. Но опять же, это мое мнение, если ей так нравится, то ок. Но я бы не советовала такой контуринг никому повторять. Две полосы идут сюда, вот тут вот полосочка, и затемняется все вокруг. Вот так вот прям она как-то треугольники рисует. И теперь все это растушевывается, и так как оно растушевывается прям большим спонжем, и так как этот тональник, он просто делает оранжевый нос, и никакого контуринга не получается. Потому что, блин, этот тональник, а не продукт для скульптурирования. И когда тем же огромным спонжем она тушует вот эту всю вещь на носу, естественно, это все перемешивается, и, разумеется, вся та форма, которая вот здесь вот вырисовывалась, она просто пропадает, и у нас просто получается коричневый нос. Охренеть. Во-первых, если вы хотите сконтурировать нос, нужно взять не оранжевый оттенок, а оттенок естественной тени. Он такой более холодный, более сероватый, и это должно быть специальное средство для контуринга, например, контуринг в стике, потому что он имеет более плотную структуру, и он вот так вот не будет растушевываться. А тушевать лучше не огромным спонжем вот так вот сразу, а маленькой кисточкой или маленькие такие спонжики бывают вот совсем мини, чтобы у нас не все размазалось, и те участки, которые были светлыми, они бы остались светлыми. А чтобы высветлить какие-то моменты, на нос наносится консилер. Разумеется, схемы контуринга у всех разные, но я говорю именно про технологию, как лучше это делать. Потому что если, например, Даше не нравится ее нос, и таким способом она его хотела затемнить, то так нос выделился еще больше, потому что он стал ярче. Ладно, с другой стороны, она сказала полезную тему, что нельзя миксовать сухое и мокрое, то есть сухие текстуры мы только миксуем с сухими, а мокрые с мокрыми. Это полезный совет. На своей стороне я возьму два контуринга в стике, они оба в принципе хорошие. Один из них более холодный, другой более теплый, но мне нравится, какой эффект они дают, смешиваясь вместе. Я их перемешала на руке, и теперь плотно набитой кисточкой с руки я наношу на саму линию скулы и оттушевываю сразу немного вверх. Теперь затемняю так же, как Даша, нижнюю челюсть, и тушевку увожу немного вот сюда на лицо, чтобы это не была вот такая вот полоса. Сначала двигаюсь вот так вот, чтобы вытянуть немного глаз, и затем подчеркиваю вот эту часть лба. Нет, блин, я серьезно не думала, что это будет трэш-курс. В качестве пудры она использует детскую присыпку. Вроде как присыпку используют для жопы, а не для лица. В чем проблема в 2024 году купить себе обычную рассыпчатую пудру бюджетную? Я не понимаю. А что будет дальше? Мы дальше будем щеки мазать свеклой вместо румян или что? Короче, она детской присыпкой делает бейкинг. А, эта детская присыпка попадает ей прям в глаз. Блин, бедняга. Не, ну конечно, я понимаю, что и присыпка, и пудра это по сути тальк, но тем не менее. Я даже нашла у себя детскую присыпку. Давайте проверим этот лайфхак. Не, ну серьезно, а вдруг? И вот сюда спонжем прям наношу бейкинг. Зачем-то она еще добавляет бейкинг на кончик носа, как раз таки на ту часть, которую нужно как можно больше затемнить, чтобы нос казался меньше и короче. Ну ладно, еще она наносит на скулы вниз. На своей стороне я продублирую сначала контуринг сухим скульптором. Возьму вот такой от Beauty Bomb. И затем нанесу пудру, но нанесу ее только на Т-зону. И немного вот сюда под глаз. Начинаем макияж глаз, и она берет палетку контуринга You Can Be, у меня есть такая же. И желтый цвет она хочет нанести в качестве подложки. Нет, не надо, пожалуйста, нет. Лучше всего в качестве подложки служат влажные текстуры, которые высыхают. Например, жидкие тени, стойкая матовая помада, консилер. Жирный грим – это продукт, который не высыхает, он скатывается во всех складочках. Поэтому в районе глаз, а также везде, где у нас есть морщинки, я не советую грим использовать вообще. Потому что если я на жирный грим нанесу тени, то вот здесь вот как у меня консилер раскатался, также скатаются тени. Ну ладно, с другой стороны, круто, что она вообще использует подложки и рассказывает об этом. И подложкой из жидких теней она рисует вот здесь красную стрелочку. Правда, у нее уже эта стрелочка с обеих сторон успела высохнуть. Видите, оп. Ой, не тушуется, блин. Так что подложку мы растушевываем сразу же, как только мы ее нанесли. Похожих жидких теней у меня нет, но я нашла вот такую помаду от Glitter Goals. Мне кажется, она немного похожа по оттенку на то, что есть у Даши.
И также наносим подложку на нижнее веко. Теперь я беру зеленоватый оттенок и оттенок. Свежее санье. И фигачу его сюда, прямо в складку, над складкой, побольше прям, чтобы точно все скаталось. Теперь дублирую все желтыми тенями, и вообще желтые тени это достаточно сложный продукт. Я возьму вот такую палетку от Beauty Bomb, там достаточно яркий желтый. Опа! Это лишнее, конечно, я мазнула, но... Вот эти птички на фоне должны как-то успокаивать, но они меня особо не успокаивают. Теперь она берет консилер и почищает консилером границу. И теперь сатиновыми фиолетовыми тенями она дублирует вот эту стрелочку. Я возьму фиолетовые тени из палетки соды Куроми и также добавляю его на нижнее веко. И теперь уже поверх сатиновых теней она наносит матовые сиреневые светлые. Возьму вот этот сиреневый оттенок, и им она растушевывает границы. К сожалению, у меня происходит то, что я ожидала. Когда я начинаю тушевать границу, весь блестящий сатиновый оттенок перекрывается светлыми матовыми тенями. И, как я и говорила про желтый, вы уже, я думаю, можете увидеть, во что превратился мой глаз, потому что здесь все уже отпечатывается, в складках забивается, тут вообще какие-то пятна пошли непонятные. Короче, выглядит не очень здорово. Затем она добавляет розовые дуохромные блестящие тени, тоже возьму их из палетки от Сода. Она их добавляет вот сюда, в серединку верхнего века. И кисточкой для бровей она наносит и растушевывает оранжевые тени вдоль вот этой границы. И теперь на этот оранжевый она приклеивает блестки на какой-то клей, по-моему, это клей для ресниц. Я не особо поняла. Ну а что, мне остается только повторять. Блестки я возьму из вот такой палетки пончика от Unicorn Saproof. Давайте возьму вот такие, это, наверное, самые оранжевые из блесток, которые у меня есть. Наношу сюда клей и выстраиваю такую полосочку из блесток. Надеюсь, этот клей потом отмоется от моего лица. Ну, как-то так. В общем, мне эта блестящая штука в данном макияже показалась как-то прям слишком too much. Хотя до этого вот этот макияж в плане цветового решения мне нравился намного больше. Потому что вот эта блестяшка красивая, розовый с фиолетовым очень красивое выигрышное сочетание. И теперь она решает добавить немного черного на фиолетовую стрелочку, чтобы ее затемнить. Теперь она добавляет черный каял и черными тенями его немного подтушевывает. И вначале она добавляет серебряные жидкие блестки или серебряные жидкие тени. И здесь как бы оранжевые блестки, розовые дуохромные тени, еще серебряный какой-то металлик, блин, жидкий. Но лично для меня это многовато. Я возьму вот такие тени от Lottie London и нанесу их вот сюда маленькой кисточкой. Как ни странно, на Даше этот макияж выглядит намного лучше, чем на мне, потому что я на себя просто смотрю и ловлю кринж. Ну и, конечно, нос меня тоже очень радует, как будто я чем-то не тем занималась. По идее, пудра для бейкинга должна высветлять, но тут как-то особо ничего не высветлилось. Скорее, просто на лице у меня остался слой, который я вижу. Ладно, давайте теперь сделаем мой глаз. У меня нет желтой подложки, поэтому я возьму белую помаду от Джеффри, чтобы тени на глазу смотрелись ярче. И желтый я буду добавлять вот здесь над складкой века, чтобы был такой эффект кат-криз. Теперь вот сюда добавляю оранжевый, сразу его растушевываю. Я почистила границу и теперь маленькой кисточкой добавляю сначала сиреневые тени, светлые. И я думаю, заметно, насколько тут получилась плавная чистая тушевка. Теперь беру шиммерные тени и наношу их сверху. Вот так у меня получилось, и прикол в том, что стрелка до сих пор осталась сатиновой, то есть ее матовые тени сверху не перекрыли. Ну и я не знаю, лично мне просто было так намного проще тушевать. Теперь добавляем глубины черными тенями. И теперь, как бы мне этого не хотелось, мы переходим к оранжевым блесткам. Во-первых, я больше люблю в макияже прозрачные блестки, они выглядят как-то естественнее. А во-вторых, несмотря на то, что тут был клей, я рисовала достаточно тонкую линию, но эти блестки уже просто разбежались по всему лицу. Так что я буду делать? Я возьму вот такой алоэ гель. Этот гель обычно добавляют во все глиттер-гели. И добавляю в него блестки. Перемешиваю все это. И теперь маленькой тоненькой кисточкой я набираю это как подводку. И наношу вот так вот супер тоненькой линией
Вот такая более тонкая, аккуратная линия у меня получилась. Я надеюсь, что она так же, как эта, не расплывется через какое-то время. Если я планирую клеить ресницы, то я обязательно прорисовываю вот здесь вот небольшую черную стрелочку, чтобы между ресницами не было видно никаких блесток, никаких теней, непрокрашенной кожи. Теперь Даша наклеивает накладные ресницы. Для этого она берет вот такую ресницу с такими длинными пучками и как раз по этим пучочкам обрезает ее ножницами. И затем вот эти пучочки она приклеивает вниз. Как-то мне кажется, они прям на мне выглядят большеватыми, но ничего другого из ресниц у меня нету подобного. Вообще, я подобное иногда делала во всяких своих креативных образах, но на своей стороне я хочу сделать более носибельный, аккуратный вариант. Все эти макияжи позиционируются как макияжи на всякие тусовки, праздники, на Новый год, поэтому я хочу что-то более такое простое. И я возьму сразу готовые пучки. Эти пучки называются драконий хвост, и они имеют вот такую форму, заостренную на конце. И они как раз, мне кажется, по своему размеру намного лучше подойдут на нижнее веко и не будут казаться слишком большими. Наверх она тоже наклеивает накладную ресницу вот сюда немного под углом. И по ресницам я вот, кстати, вообще удивлена, потому что Даша все прям разложила по полочкам охрененно. Она прям очень много инфы полезной рассказала, прям раскидала. И для тех, кто не умеет клеить ресницы, это реально годный урок и годные лайфхаки. В принципе, окей, у нас один урок получается 500 рублей. И вот эти 500 рублей Даша честно заслужила тупо за ресницы. Просто сейчас зацените, что происходит с моим лбом. Со всей той стороны, где был тон с консилером, у меня просто отвратительно тон забился во все складочки. Теперь Даша возвращается к макияжу лица и дублирует контуринг сухими продуктами. И Даша нанесла бронзер со словами, что она любит рыжий контуринг. Мне лично это не нравится, но это не мои проблемы. Еще скульптор она наносит на нос. Нос, как его не перекрывай, он все равно, отсвечивает. Да потому что не надо нос выделять ярко-коричневым, блин. Он не станет от этого лучше и меньше. Теперь она добавляет розовые румяна. И затем на них оранжевые тени, которые использовали в макияже, чтобы все это объединить. Короче, опять же, информации достаточно мало, куда и как правильно наносить румяна, какой кистью. Я бы на свою сторону нанесла бы те же румяна, только в более трендовой технике, которая сейчас очень популярна, это когда румяна наносятся в два цвета. То есть сначала наверх я наношу розовый, и затем вниз тушевываю его в оранжевый. Не говорю, что так правильно, просто решила попробовать. Про брови тут, к сожалению, снова не моя схема. И снова как-то все очень быстро, не очень понятно, но очень интересно. Она показала какой-то свой продукт, который она намешала сама из геля для волос и еще каких-то, видимо, теней. Вообще, да, лаком и гелем для волос можно спокойно зачесывать брови, потому что брови это же тоже волосы. В принципе, она показывает рабочую схему, но, к сожалению, для меня эта схема не актуальна. Нарисовала себе такие пушистые мохнатки, вдохновившись Дашей. И теперь такой же розовый доохромный оттенок теней она использует как хайлайтер. Вообще обожаю подобные цветные хайлайтеры. Она наносит его на скулы. Ресницы мешаются. Также над бровью сюда, над верхней губой, на подбородок. И делает вот такую пимпочку на носу. И затем она делает очень интересные губы. Что-то она пыталась объяснить касаемо контура. На самом деле очень интересно, но ничего не понятно. Как будто там просто видео оборвалось в какой-то момент. В общем, нюдовым карандашом я подчеркиваю форму губ. Внутрь пальчиком наношу светлую матовую помаду, пусть это будет помада от Beauty Bomb. И вот сюда внутрь губ я наношу красный тинт. Интересная схема, я себе такое обычно не делаю. Нюдово, но в то же время элегант. Правда, выглядит немного так, как будто я кровь сосала. Кровосися. Не, ну вообще прикольно, что-то в этом есть. И сверху она добавляет на губы все тот же розовый хайлайтер.
Ладно, в принципе, издалека макияж выглядит прикольно, ярко. И даже вот этот оранжевый контуринг как будто немного, но в тему. Но опять же, у меня осталось достаточно много вопросов касаемо работы с лицом. И мне показалось, что все же блесток как-то чересчур много. Но зато я получила очень интересный вариант работы с губами. И очень классную, хорошую, подробную информацию про ресницы. И для человека, который не является визажистом и просто делает макияж по фану для себя, в принципе, достаточно неплохо. Если вы думаете, что Даша просто выпустила по приколу мастер-класс, то мне есть чем вас обрадовать. Потому что Даша выпускает уже не первый мастер-класс, и у нее есть даже обучение по макияжу. Например, разбор макияжа онлайн от 8 до 14 тысяч. И есть еще отдельно 25 тысяч рублей, чтобы просто с ней разобрать макияжик и еще поболтать пару часов. Сколько? Да ты что, охуел? Притом кто-то писал в комментариях, что она популярный блогер с охватами, и она может ставить такую цену. Что думаете на этот счет, купили бы? А я вот знаете, петь люблю. Особо, конечно, не умею, но все говорят, что классно. Подписываемся, ставим лайки, 1 000 000 на канале набираем быстро. И записываемся ко мне на уроки вокала, да. 200 тысяч, 15 минут в скайпе. Копите денежки. Ладно, вернемся к Дашиному мастер-классу. Даша создала чат в Телеграм для обсуждения и ответов на вопросы, притом там было написано, что этих чатов несколько. В том чате, где была я, было 14 человек, но вообще никто ничего не спрашивал, не комментировал, никакой отдачи. Хотя с начала курса прошло уже дней 10. Вопросы есть? Нет. И просмотров на видео на ютубе тоже было достаточно мало. Мне кажется, там половину просмотров просто я сделала, пока это видео снимала. И у меня просто сложилось такое впечатление, что люди там просто были, чтобы поддержать Дашу, и срать они хотели на эти макияжи. Как видите, я уже подготовилась ко второму макияжу, и я решила поменять стороны, то есть эту сторону я сделала сама, а здесь я буду делать все по туториалу Даши. И я уже на свою сторону тоже нанесла бейкинг, только я использовала для этого обычную пудру. Второй макияж нюдовый, вернее так его называет Даша. На самом деле ни хрена он не нюдовый. Но у нас, кстати, с Дашей очень похожая позиция в этом плане, потому что для меня все коричневые макияжи, они тоже нюдовые, какими бы яркими они не были. И у нас сегодня вот такой новогодний макияж в коричневых оттенках с золотыми блестками. И на фото, кстати, макияж глаз выглядит очень красивым, но опять же, конечно, этот рыжий контуринг. И вообще мне очень нравится сама фотка, реально прям что-то такое винтажное. Если вот чуть-чуть поаккуратнее сделать прическу, убрать вот эти лямки, то будет вообще круто. В общем, мне эта фотка прям Дашин курс продала. Вот так-то учитесь делать классные фотографии. Ладно, давайте повторять и сразу переходим к глазам. В качестве подложки она берет нюдовую матовую помаду, но у меня такой светлой нету, я, пожалуй, возьму просто жидкие тени. Праймером пользуются только лохи. А вот, кстати, я не лох, я не пользуюсь праймерами. Почему-то на базах у меня всегда хреново тушуются тени, они прям как-то ложатся пятнами. И вместо базы мне проще вообще ничего не использовать, просто нанести на веко консилер, либо использовать цветные подложки. То есть для каких-то матовых макияжей, для смоки я не советую использовать базы. Я советую использовать такие праймеры только для всяких глиттеров, блесток, шиммерных теней. Даша наносит подложку вот так вот, прям по форме глаза, и тушует ее далеко к виску. Она делает стрелочку достаточно под высоким углом, я, пожалуй, сделаю более плавную, потому что под мой тип глаза она больше так подходит. И тут она прям так много всего про подложки хорошего рассказывает. У меня прям такое ощущение, что я на каком-то адекватном курсе по макияжу от визажиста. Затем Даша берет коричневый холодный оттенок. У меня есть подобный вот в такой палетке от Unicorn Saproof, вот этот вот цвет. И она его вот так вбивает в подложку, делая стрелочку. Теперь она берет более светлый, какашечный оттенок. Давайте вот этот возьму из палетки от Пастель. Причем этот оттенок уже очень теплый. И она им растушевывает только границы, не залезая в глубину цвета. Вообще, на самом деле, у нее какая-то там супер сложная тушевка. По-моему, все можно сделать намного проще. Ну ладно, главное, что у нее получается. Блин, реклама это задолбала. Ну ладно, тут хотя бы радует, что в этом уроке она уже намного больше всяких интересных, адекватных вещей рассказывает, полезных. Так, что-то я переборщила со стрелочкой, привыкла себе такие делать. У меня уже рука сама идет. Теперь вот этим же теплым оттенком затемняем всю складку века. Блин, что-то у меня вообще ни разу не похоже получается на то, что у нее. Да вы издеваетесь? 10-я минута видео, я уже посмотрела 4, рекламы. Чё за прикол? Я заплатила деньги, пусть и небольшие, но все равно я не хочу рекламу смотреть.
Почему я не люблю бейкинг? Потому что под глазом очень сложно растушевать вот эту нижнюю линию. Короче, пофиг, я уберу со своей стороны этот бейкинг, потому что он меня задолбал. В принципе, со своей стороны я делаю все то же самое. Сначала прорабатываю складочку века. Теперь по форме веду тушевку. Блин, вот тут из-за бейкинга уже какие-то проблемы пошли. Также со своей стороны я бы затемнила еще складку века вот этим коричневым. Смотрите сразу, какой взгляд получился глубокий. И также очень хорошо растушевать границу помогает вот этот светлый телесный оттенок. Затем она прокрашивает слизистую черным карандашом. И это на самом деле надо делать, потому что именно это делает макияж аккуратным, завершенным. И тут она просто дает охрененный совет для тех, у кого проблемы с окрашиванием слизистой. Если у вас глаза слезятся, скажите им, чтобы не слезились. Браво! И теперь на нижнее веко она добавляет черную тень, чтобы был переход от слизистой к коричневым теням. И я еще хочу вот сюда немного черного добавить, потому что у нее как-то прям очень темным выглядит коричневый, а у меня он какой-то слишком светлый. Ну, кстати, да, она так и говорит, что для глубины цвета добавляем черный на стрелочку наверх. Как видите, у меня пока особо нету никаких претензий, потому что я, по сути, все то же самое делаю со своей стороны. Ну, чуть-чуть там меняю, но это так, на свой вкус. Бежевый Сраный. цвет наносим в уголок глаза и посмотрим еще одну рекламу. Затем она берет глиттер-праймер от NYX, пальчиком сначала наносит базу, а затем сами золотые блестки из палетки. У меня немного другие блестки, они прям крупные. И еще одна реклама. Теперь что-то жидкое, блестящее и серебряное она наносит в уголок глаза. Я думаю, в моем случае это будут жидкие тени от Lottie London. Я бы, конечно, лучше нанесла бы какой-нибудь пигмент, но да ладно. Затем она рисует галочку во внутреннем уголке глаза, снова все с подробными объяснениями. Прям круто! То есть в этом уроке, если не считать, конечно, кучу бесячей рекламы, просто есть достаточно много полезной информации, и по нему действительно реально чему-то научиться. Главное, чтобы кончик был острый, фетровый. Походу, только что я сглазила. Это очень хреновый совет, никогда никому не советую покупать подводки с фетровыми наконечниками. Особенно если вы делаете яркие макияжи, как я, как Даша Друже. Фетровые наконечники — это просто самый отвратительный вариант. Потому что они от большого количества блесток и теней забиваются просто в первый же макияж, и дальше их можно выбрасывать. Это ок вариант, если вы делаете какой-то нюдик с небольшим количеством теней, со стрелочками с маленькими. Но если у вас, как здесь у меня сейчас, и тени, и подложки, и клей, и блестки, есть офигенные подводки с кисточками. Это, например, вот такой вот Epic Ink Liner, то есть там на конце не фетровый наконечник, а на конце такая маленькая кисточка. И эта кисточка, она от теней не забивается. На блестки наноситься будет плохо. Маркер успел засохнуть. Я прям вижу, как Даша сама мучается с этой подводкой. Вот такого формата жидкая подводка с кисточкой. У меня это подводка от Astra. И она прям вот так вот отлично перекрывает сверху все блестки. Естественно, она не забивается. Теперь Даша берет хайлайтер от Dior. Вот знаете, я над собой всегда угораю, что у меня кейс косметики такой прям интересный. А-ля там, вот я окрашусь китайской палеткой за 200 рублей, а вот у меня тушь от Urban Decay. Но, конечно, Даша меня просто переплюнула, потому что видеть палетки от Dior, Jeffree Star, Anastasia Beverly Hills после, бейкинга детской присыпкой, это, конечно, класс. В общем, я беру вот такую палетку золотых хайлайтеров от NYX. И, кстати, ни хера не наносится, потому что у нас там был уже бейкинг. Также наношу его над бровями, вот сюда, под бровь. И теперь более темным оттенком, вот таким коричневым, она делает переход на скулы, чтобы скулы тоже блестели, переливались. Ну вообще получается, кстати, прикольно такой градиент. Затем Даша делает очень интересный макияж губ. Таким темно-красным кирпичным оттенком она рисует очень странные вещи. На серединке она рисует полосочку, от нее 2 линии наверх, и дальше она уходит к краям губ немного со сгибом вовнутрь. Конечно, с моими губами это не самый лучший вариант, потому что в отличие от Дашиных, мои губы маленькие, и такие штуки могут сделать мои губы еще меньше. И затем она растушевывает карандаш на сами губы. Теперь на губы она наносит сатиновый коричневый блеск. У меня ничего прям похожего нет. Единственное, что я нашла, это вот такой блеск дуохром от NYX.
сексуальный, рабочий, очень привлекательный. И дальше она снова очень много инфы рассказывает про ресницы. За это прям 1 миллион лайков, потому что многие не умеют клеить ленточные ресницы. И за эти 2 урока по ресницам она сказала просто столько инфы, которая просто окупает весь этот курс. Мне кажется, ей надо продавать свой курс по ресницам. Прям вот такой серьезный, подробный. Ресницы отлично дополняют этот макияж у Даши, но надеюсь, вы меня простите, потому что я не буду клеить ресницы. 5:45 утра. Кто будет недоволен макияжем, тому кровавый понос. О, чувствую, я сегодня просрусь конкретно. Но на самом деле макияж очень красивый, и в отличие от предыдущего взрыва блесток, этот макияж Даши безумно идет. И если первый макияж у меня вызвал просто кучу негодования, все супер странно, то здесь, как видите, на своей стороне я даже ничего особо не исправляла. В принципе, я реально нашла для себя очень много интересной информации, потому что я еще нигде не видела, что детскую присыпку используют в качестве бейкинга, что нос контурирует коричневым тоном. Буду ли я пользоваться этими лайфхаками? Думаю, что нет. Ах да, ну и за 30 минут урока посмотреть штук 10 реклам, ну как-то, ну не очень. Полезной информации касаемо нанесения, касаемо свойств самих продуктов было не очень много. Ну а с другой стороны, Даша, она вообще не визажист. И это просто позиционируется как просто мастер-класс, где она показывает свои схемы макияжа. С другой стороны, ну а хули я хотела за косарь? Что мне понравилось? Это, в принципе, прикольная идея макияжа губ, которые имеют место быть. Очень было круто рассказано про ресницы, в принципе, про брови тоже был показан интересный метод. То есть, благодаря этим урокам хорошо краситься с нуля и работать со своим лицом вы вряд ли научитесь. Скорее, это просто для тех, кто уже умеет делать какой-то яркий макияж и хочет какие-то новые фишки узнать, ну, по сути, как я. Но, конечно, большинство из этих фишек оказались очень спорными. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.